Ахой, комрады! Доброго времени суток, с вами Муромец, и сейчас мы поговорим, наконец, о сериале про космос. Да, я таки посмотрел первый сезон «Основания», снятого по Азимову. Сразу скажу, не знаком с данным произведением в литературной форме. Зато обожаю роман «Конец вечности» и рекомендую к прочтению. На меня в свое время он произвел огромное впечатление. К чему я это? Не ругайте меня за незнание первоисточника. Уверен, в сериале все переврали, но обсуждать различия мы не будем. Только то, что я посмотрел в отрыве от литературы. Ну и не забывайте подписаться и нажать кнопочки под видео. Будем вещать, пока есть возможность. Очень вероятно, что этой возможности скоро не станет. Кто не хочет потеряться, подписывайтесь в других сетях. Ссылки оставлю в описании. Наступают тяжелые времена, простым людям стоит держаться вместе. Хоть мы в разных городах и странах, в том числе и с Украины. Помните, нам делить нечего. В любом случае, простые люди всегда в проигрыше. С любой из сторон. Очень созвучно нынешнему времени вышел и сам сериал. Я прошу меня простить, но будет много спойлеров. Хотя, кого этим в обзорах удивишь? В общем, авторы переносят нас в далекое будущее, где люди покорили пространство и время, заселив огромное количество планет. Очень занятно выглядит там политическое устройство. В галактике правит империя, во главе которой стоит, как это ни удивительно, император. Звучит вроде обычно, но дьявол в деталях. Этот император правит уже много тысяч лет. Но это не труп на золотом троне, как в Вархаммере, а человек, который клонирует сам себя бесчисленное количество раз. Выглядит это так. Всегда есть три копии. Рассвет, самый молодой клон, День среднего возраста и текущий правитель, Закат, престарелый вариант, что-то вроде премьер-министра. Закат со временем переходит в ночь и отправляется в утиль. Ну и следом появляется новый рассвет и так далее. Эта карусель, казалось, будет длиться вечно. Что же касается жизни обычных людей, то все по классике капитализма. На столичной планете Трантор большинство людей никогда не видело настоящего неба, так как они находятся глубоко под землей и работают на благо империи. Чтобы они не так сильно возмущались, для них даже сделали голографическое небо под потолком. Зато богатенькие аристократы спокойно развлекаются на поверхности среди ухоженных садиков и цветочков. Стоит отметить, что жесткая эксплуатация населения давала плоды. Как в свое время поражали воображение египетские пирамиды, построенные рабами, также поражает мега-сооружение под названием «Звездный мост». Грубо говоря, это космический лифт. Конструкция поднимается с поверхности планеты и уходит далеко в космос. Настолько, что героиня фильма спускалась на этом лифте аж 14 часов. Много внимания в сериале уделено влиянию религии и манипуляции сознанием граждан с ее помощью. Причем это влияние показано с разных сторон и на разных религиях. А их там много. Один пример нам бросают в глаза буквально с первой серии. Главная героиня бежит со своей родной планеты, чтобы спасти свою жизнь. Она занималась математикой, в то время как местная теократия объявила любую науку ересью и казнила всех ученых как еретиков. Забегая вперед, скажу, что девочка изучила математику не просто так. Она хотела спасти свой народ от неминуемой гибели. Ее народ в былые времена был просвещенным, усмирил вулканы и растопил льды, сделав планету водной. Но в какой-то момент свернул не туда и стал сверхрелигиозным. Дальше посыпались беды, которые объяснялись исключительно религиозными причинами. Начались проблемы с едой, а главное, нависла угроза сильного повышения уровня воды. Если точнее, это грозило гибелью огромного количества людей. Девочка решила не полагаться на милость богов, а рассчитать варианты спасения. В итоге ее старания заметили, и она была вынуждена бежать из родного дома, который, к слову, не удалось спасти.
Люди погибли, слепо веря в силу молитвы. Другой пример немного сложнее. Речь идет о люминизме, религия, которая древнее, чем сама империя. Планета Дева, на которой базируется их штаб-квартира, это выжженная каменная пустыня. На ней жесткий дефицит воды и пекло, как в Египте в середине лета. На эту планету слетается огромное количество паломников, которые отдают последние деньги, скопленные за всю свою жизнь, чтобы пройти мучительный путь по спирали. Чтобы было понятно, это без еды и воды под палящим солнцем пройти длинный путь по пустыне, чтобы попасть в соляную пещеру и лицезреть там видение, которое подарят боги. Понятное дело, большинство умирает, не дойдя до конца, а те немногие, кто смог дойти, видят галлюцинации от изнеможения и воздействия особых солей в пещере. Ну так вот, суть истории такова, что наступил момент выбирать нового руководителя религиозной организации. У них это называется Проксима. И на эту должность два претендента. Один провластный кандидат, который абсолютно карманный и будет делать, что скажут, а другой оппозиционный, который в итоге открыто ставит вопрос о легитимности императора. Ну типа утверждает, что у клонов нет души. Простой вариант подкупа опреснительными станциями на выборщиков не произвел впечатления, а это при том, что на планете жуткая нехватка пресной воды, со всеми вытекающими. Поэтому император сам прошел по спирали и насочинял видение таким образом, чтобы выставить оппозиционного кандидата в не лучшем свете, а затем тихонько его убил, когда всем стало на него насрать. Хоп-хоп, и народ продолжает находиться в покорности. Ловкость рук и никакого мошенничества. Параллель с нашей действительностью, я надеюсь, проведете сами. Возвращаясь к основному сюжету. Девушка, бежавшая со своей планеты из загонений, прилетает к самому крутому имперскому математику, который создал математическую модель будущих событий в империи. По сюжету вычисления там настолько сложны, что никто во всем мире не может их постичь по случайности, кроме этой девочки вундеркинда. Ну и нюанс в том, что модель предсказывает падение империи. Вокруг этого математика моментально организовывается религиозный культ, ведь то, что мы не понимаем, это проявление высших сил, не иначе. Понятное дело, император повелевает всех арестовать, и девочка прилетает как раз в момент ареста. Так сказать, из огня да в полымя. Не буду вдаваться в детали их судебной системы, которую я абсолютно не понял, но расчет власти был на то, что девочка даст показания против математика, так как только она модель понимала. Но та по неведомой причине, вопреки страху смерти, приняла противоположную сторону. Параллельно с этим происходит теракт на Звездном мосту, в ходе которого сооружение наматывается на планету, принося жуткие разрушения и унося невообразимое количество жизней. И я тут много пересказываю, вы там напишите в комментах, если вдруг заскучали. Короче, в ходе разбирательств виновных найти так и не удалось. Хотя очевидно было, что все нити ведут к религиозным фанатикам секты сумасшедшего пророка гибели империи. Ну, то есть я почти уверен, что математик все подстроил, чтобы его уравнение сошлось. Причем была очевидная для всех подстава на два государства с окраины империи, которые совершенно случайно прилетели с делегацией в столицу. Прикол в том, что эти два государства враждовали между собой и не могли объединиться в едином порыве для атаки на империю. И уж точно не стали бы просить смертников перед самоподрывом орать что-то на своем языке. Император разобрался в вопросе как следует и наказал кого попало. В итоге, путем орбитальных бомбардировок был осуществлен геноцид двух народов. А сектанты математика были сосланы на бесплодную планету Терминус на задворках империи. Собственно, вот эта колония сектантов и была названа основанием, а своим предназначением они приняли идею восстановления человечества из руин.
Типа они сохраняют накопленные людьми знания, чтобы потом в ходе хаоса и разрушения империи они не были утеряны безвозвратно. Попутно с этими событиями мы наблюдаем взаимоотношения людей, скандалы, интриги, расследования, все как зритель любит. Даже генетические тесты делать будут. Передаем привет Малахову. К слову, смотреть это все достаточно тяжело, так как повествование рваное, постоянно происходят флешбеки или флэш-форварды. Не всегда понятно, в каком временном контексте мы находимся, иногда прямо сбивает с толку. Я понимаю, чего хотели добиться авторы. Создать полудетективную историю из нарубленных рандомно событий, которую как пазл зритель должен сам собрать в целостную картину. Ну типа, предсказание математика было не целостно и похоже на пазл, который он так и не смог собрать. И единственная надежда на главную героиню. Так вот, единственная надежда авторов на зрителя, что он поймет их задумку правильно. Вышло все как обычно коряво. Но, несмотря на это, картинка приятная, ляпы не сказать, что сильно критичные, хоть и бросаются в глаза. В целом, смотреть интересно, хоть и закончили сезон на клиффхенгере. В чем же основная параллель сериала с нашей текущей действительностью? В конце сезона она очень явно продемонстрирована. Два народа, подвергшихся геноциду, схлестнулись на терминусе в борьбе между собой. Сектанты основания оказались между ними, так как кое-кто считал их виновными в геноциде, что логично. Ну и в ходе жарких споров выясняется, что эти народы даже не помнят, с чего их вражда началась. Ну то есть по легенде правитель одного народа взял в жены лидера другого, а в брачную ночь внезапно вспорол ей живот ножом. Никакой логики в этом нет, но объединение не произошло. Никто не анализировал ситуацию, просто начали крошить друг друга и все. А в реальности это был император, который побоялся объединения и таким образом рассорил два народа. А то мало ли, вдруг станут слишком сильные. Потом оболгал и тех, и других. А они и рады были утилизировать друг друга на протяжении многих веков, попутно снабжая империю ресурсами за джинсы и жвачку. Не находите это занятным? Ни на что не похоже. Самое интересное, что в истории человечества много таких примеров. И недаром авторы фильмов и литературных произведений постоянно к таким параллелям возвращаются. Другое дело, что у огромного количества людей напрочь отсутствует критическое мышление. И такая история повторяется из раза в раз. Но о чем это я? Сериал мне понравился. Хотя смотреть его было немного напряжно из-за особенностей повествования. Таки ждем продолжения. Тем не менее, не забывайте про подписку и другие кнопочки. YouTube надо задабривать, а то он ко мне совсем не благосклонен. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.